Привет! Сегодня я покажу тебе самые жуткие кадры, которые удалось снять в глубинах океана. Если ты еще не испугался, то устраивайся поудобнее, и мы начинаем. Дайверы изучали глубины океана, но вдруг из ниоткуда появилась странная подводная лодка. Она медленно проплыла прямо у ног дайверов, а после бесследно скрылась. Это произошло в районе Гавайских островов. Возможно, это исследовательское судно, а может и туристическое. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Голубая дыра Дина. Одна из самых глубоких на нашей планете. Находится на острове Лонг-Айленд. Ее глубина составляет 202 метра. Кажется, что эта дыра бездонна, и в ней прячутся самые страшные ужасы, которые могут быть на нашей планете. Но несмотря на все это, в 1992 году нашелся смельчак, который решил посмотреть страху в глаза и покорить эту бездну. Причем без акваланга. Имя этого смельчака Джим Кинг. Когда он погружается на дно этой ямы, кажется, что это длится бесконечно. Ставь лайк, если тоже задержал дыхание. После того, как дно было достигнуто, он начал всплывать на поверхность. А вообще, термин голубая дыра – это общее название для карстовых воронок, заполненных водой и находящихся ниже уровня моря. Ледяной палец смерти. Это явление можно увидеть своими глазами, только будучи исследователем северных морей и океанов, так как рождается оно исключительно в ледяной воде. Название жуткое, но оно полностью отражает суть этого явления. Простыми словами, это морская сосулька, которая формируется в толще океанической воды под ледяным покровом и стремится ко дну. Внешне он очень похож на сосульку или же на сталактит, только под водой. В том случае, если этому монстру удается достичь дна, он на этом не останавливается, а продолжает разрастаться в сторону понижения уровня поверхности дна. Он останавливается только тогда, когда достиг самой низшей точки шельфа. Также он способен убить все живое на своем пути, даже довольно крупные организмы. Именно по этой причине его и называют ледяным пальцем смерти. Чаще всего жертвами становятся морские звезды, рыбы и водоросли. У берегов Нигерии водолазы спасли мужчину, который около 3 суток провел в затонувшем корабле. Это кажется чем-то невозможным, но все же это случилось. На глубине 30 метров в полном мраке и одиночестве этот мужчина ждал спасения. Он выжил лишь благодаря воздушному карману, который образовался в его каюте. Также в запасе у него было несколько бутылок воды. Трудно представить, какие чувства испытывал этот человек, ведь в таких условиях время тянулось бесконечно долго, а мысли о том, что его уже никто не спасет, только все усугубляло. Но, к счастью, его спасли. В этот день мужчина заново родился. Будем надеяться, что теперь у него все хорошо. Если вы не знали, как выглядели плащеносные акулы, которые существовали на нашей планете 80 миллионов лет назад, то сегодня вы можете это увидеть. Дайверы изучали жизнь тюленей у побережья в Португалии, но внезапно в кадр попала доисторическая плащеносная акула длиной около 2 метров. Эти рыбки существуют на нашей планете уже более 80 миллионов лет. В ее арсенале имеется 300 зубов, а также 6 жабер, которые позволяют ей опускаться на глубину более 1,5 километров. Эта акула считается самым настоящим плавучим музеем, ведь с момента ее появления и до сегодняшнего дня она ни разу не эволюционировала.
У острова Санта-Мария была обнаружена самая большая костная рыба в мире. Ее длина около 3 метров, а вес может достигать более 1,5 тонн. Посмотрите, насколько маленькими кажутся людишки по сравнению с этой рыбкой. Смотря на эти кадры, начинаешь задумываться, сколько же всего интересного скрывают океанские глубины. А вы бы почесали пузико этой рыбки? Это существо похоже на огромную подводную трубу. Оно было обнаружено у берегов Австралии. Автор решил выложить это фото в соцсети, чтобы спросить у пользователей, что же ему удалось запечатлеть. Многие писали самые мистические утверждения, например, что это пришельцы или монстры из фильма ужасов. Но все оказалось намного проще. На самом деле автор увидел пиросому или же морского единорога. Это существо состоит из 1000 маленьких организмов, которые образуют единый большой организм. Если приблизить это существо, то вот как оно будет выглядеть. На дне океана у берегов Норвегии дайверы обнаружили гигантские прозрачные сферы. Их происхождение не могут объяснить даже ученые. Также эти сферы были замечены у берегов Турции, Швеции и Аляски. Их диаметр около 2 метров, они полностью прозрачные, за исключением темной полоски в середине, напоминающую пищеварительную систему. Ученые пытаются произвести исследования по этим существам, но для этого им требуется генетический образец, но его не так просто достать. А ты сам попробуй поднять эту штуку на поверхность. На этих кадрах мы видим 2 странных кольца. Они медленно дрейфуют под водой. Спустя некоторое время они слились воедино, а после снова разъединились. На первый взгляд кажется, что эти кольца состоят из воздуха. Они медленно двигаются то вверх, то вниз, словно в невесомости. Как вы думаете, что это за природное явление? На этом видео подходит к концу. Напиши в комментариях, какой фрагмент тебя впечатлил больше всего. Спасибо, что досмотрел до конца, и увидимся.